Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Бойтесь спойлеров, Assassin's Creed Shadows утекла в открытый доступ. Точнее, ее утекли безалаберные ритейлеры, которые раньше времени профукали диски с игрой. Некоторые игроки уже успели получить физические копии игры и начали демонстрировать игровой процесс. Например, один товарищ опубликовал в соцсетях изображение коробки с игрой и экрана установки с PlayStation 5, утверждая, что купил ее на маркетплейсе. После этого он поделился видеозаписью геймплея, подтвердив свои слова. Если верить комментариям на том же Reddit, геймер потратил на диск с игрой $50 и встречался с продавцом на заправке. Такой вот заправочный маркетплейс, видимо. Вскоре появились и другие объявления. Причем один коммерсант на японском сайте Mercury, как сообщается, отдавал несколько копий по $100 за каждую. Я, правда, поискал это объявление исключительно из журналистских побуждений и что-то ничего подобного не обнаружил. Ну да ладно. Ubisoft никак пока утечки не прокомментировала. Найти свое дело сложно в любом возрасте и в любой сфере, но особенно сложно определиться в сферах, быстро развивающихся. Например, в IT можно очень долго думать, с чего начать, но так и не решиться действовать. Понимаю, выбрать сложно. Это ведь не только код, но и аналитика, тестирование и кибербезопасность. Чтобы разобраться, куда же все-таки стоит податься, попробуйте бесплатный мини-курс от образовательной платформы Skillbox «Найти себя в IT». Всего за 5 дней вы познакомитесь с разными IT-направлениями: программирование, тестирование, анализ данных и, конечно, работа с нейросетями. Потом выполните реальные задания и получите готовый карьерный план для старта в новой сфере. Курс подходит новичкам, опыт или какие-то специальные знания не нужны. Ну и найти работу после обучения более чем реально. Все потому, что IT-специалисты востребованы как никогда. На ХХРУ более 1000 вакансий. На курсе вы создадите страницу на HTML или CSS, напишите код для кофемашины на Java и Python, найдете баги в готовой программе, попробуйте использовать нейросеть в программировании, а еще поймете основы кибербезопасности. Бонусом получите полезные подарки: год доступа к английскому, 5 гайдов по IT-карьере и персональную карьерную консультацию. Короче, учиться еще не начали, а уже заряжены на полную. Ну а если пользы еще мало, то такой вам инсайт. Сейчас в Skillbox распродажа, скидки до 50% и 3 курса в подарок. Отличная возможность пройти бесплатный курс и продолжить обучение по любому направлению с выгодой. Регистрируйтесь на бесплатный мини-курс по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. IT ждет вас. В свежем выпуске журнала Edge команда id Software поделилась новыми подробностями о Doom The Dark Ages. В очередной раз авторы подчеркнули, что игра будет более приземленной. Буквально, протагониста насильно прижмут к земле. О чем еще авторы поведали, я вам сейчас расскажу. В Doom The Dark Ages главным нововведением станет щит-пила. Его можно метать, использовать для защиты и решения головоломок. Прикольно, что щит взаимодействует с окружением по-разному, продолжает вращаться в теле врага при попадании или вызывает взрыв при столкновении с плазмой. Еще можно с этой штукой броситься прямо лбом на врага. Такой вот дэш-таран. В игре, кроме этого бензощита, появится еще 3 вида оружия ближнего боя: быстрая, но слабая перчатка, мощный кистень, поджигающий врагов, и разрушительная булава, восполняющая ресурсы. Локации станут крупнейшими в серии. В них хотят смешать и большие открытые пространства, и линейные маршруты. Как и раньше, можно будет уделить исследованию уровня время и пошататься по локации. Ну или сразу пробежать до выхода с уровня. Также геймплей разнообразят сцены с кибердраконом и мехами. Даже сюжету решили внимание уделить. Историю выведут на первый план, навалят катсцен и над персонажами поработают. Разработчики учли интерес игроков к истории, короче. Релиз Doom The Dark Ages состоится 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с полным русским переводом. За несколько дней до запуска Monster Hunter Wilds сеть заполонили финальные обзоры от игровых изданий. Самая свежая часть культовой серии Monster Hunter отметилась крайне хвалебными отзывами. На момент подготовки выпуска игра имеет в среднем 90 баллов на Metacritic и 89 баллов на OpenCritic. Рекомендуют ее 95% журналистов. Опять японский геймдев сделал игру на 9. Ну никакой интриги, хотя я и не против. Продолжайте. Среди достоинств тайтла особенно отмечают повышенное удобство игрового процесса и развитие практически всех основных механик из предыдущих частей серии. По большому счету, рецензенты сходятся во мнении, что Monster Hunter Wilds является образцовой эволюцией Monster Hunter World. Тем не менее, не обошлось и без недостатков. Сюжетную составляющую считают довольно пресной, местами встречаются проблемы с оптимизацией и текстурами низкого разрешения, а битвы с монстрами некоторым показались слишком простыми. Пару цитат из вышедших обзоров можете изучить в заметке на сайте, ссылку оставил под роликом. Ну либо дождитесь релиза игры уже. Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с полной русской локализацией.
Бывший продюсер Bethesda Джефф Гардинер предался ностальгии в разговоре с PC Gamer и немного рассказал о временах, когда он работал над The Elder Scrolls 5 Skyrim. По его словам, из-за конфликта с дизайнерами ему пришлось ручками менять баланс игры за считанные недели до запуска. Как пояснил специалист, его подчиненные опирались лишь на результаты симуляции, но этого, по мнению Гардинера, было недостаточно, ведь во время тестов персонаж под управлением ИИ просто атаковал. Но живые люди, знаете, могут избрать иную тактику. В таком случае Skyrim ощущалась бы сбалансированной только для тех пользователей, которые игнорируют большую часть игровых механик. Как вспоминает Гардинер, подобное уже происходило в The Elder Scrolls 4 Oblivion. Цитата. «У нас была такая же проблема с кланферами в Oblivion, которые вводили персонажа в состояние оглушения, что очень раздражало игроков. Но ИИ, когда его оглушали, вел себя совсем не так, как живые люди. Поэтому в случае со Skyrim мне пришлось самому проходить игру за разные архетипы героя, после чего я вносил правки в существ, оружие и другое. На все это у меня ушла пара недель незадолго до релиза, и тогда я подумал, надеюсь, все будет нормально». Конец цитаты. Такое чувство, что производство наших роликов и создание крупнейших AAA игр мало чем друг от друга отличаются, и там все как-то в последний момент допиливается. PUBG или Fortnite, а может Minecraft? Внезапно Брэндон Грин, создатель PlayerUnknown's Battlegrounds, работает над новым симулятором, который он называет Minecraft с упором на реализм. В своей амбициозной Project Artemis он создает мир размером с Землю, где ландшафты, ресурсы и геологические формации будут похожи на реальные. В беседе с Games Radar Plus Грин поведал о своем видении. Говорит: «Я хочу, чтобы вы могли увидеть местность и сказать, здесь должно быть железо или здесь должен быть этот ресурс». Он предполагает, что в игре будут элементы, местами похожие на механики из серии Civilization, когда геймеры выбирают между добычей ресурсов и строительством на определенной точке местности. Надеюсь, что смену эпох из Civ он перенимать не будет. Project Artemis пока находится на ранних стадиях. Очень ранних стадиях разработки. Она, по словам Грина, кстати, может занять до 10 лет. Сейчас же команда сосредоточена на создании мира, где местность генерируется в реальном времени и все сшито так, чтобы это имело реальный смысл. А вот и все новости на сегодня. Как всегда, за добавкой приглашаю вас на сайт. Кроме неозвученных в выпуске заметок, там можете найти обзор 2D-версии Sekiro под названием Nine Souls от Алексея Лихачева. Переходите по ссылке в описании и читайте. Не забудьте про лайк и хорошего вам вторника. Пока!